Всем привет! Сегодня я с вами делюсь хамином. Это как борщ. У каждой хозяйки свой набор продуктов. Зимнее блюдо получается очень вкусное, насыщенное, аппетитное и даже красивое. У меня набор такой: лук, картошка, морковка, перец, сельдерей, батата, сладкий картофель. Но я даже вот от одного клубня только половину буду использовать, потому что мои не очень любят батату. Конечно же, зерна хумуса. И я использую сегодня оранжевую чечевицу. Здесь у меня ее слишком много, я всего стакан буду использовать, так как запишу вам еще израильский оранжевый суп традиционный. Мясо осабуко – это вот такие вот привлекательные кусочки мяса с косточкой. В общем, вот использую это мясо. Вообще мясо можно использовать любое и даже ассорти. Ну и разные специи поделюсь какие. Первое, что я должна сделать, это замочить хумус и его отварить. Он должен быть, в принципе, готовым. Если варить на плите 30 минут, то на ночь нужно поставить хумус замочить. Я его сварю в мультиварке, поэтому вот у меня несколько часов он простоял. Чечевицу тоже просто залила водой, она достаточно быстро варится. И нарезаю все овощи. Овощи нарезаю достаточно все крупно. Полукольцами лук, чеснок, морковку кругляшками, 1 красный перец, батату тоже вот половина клубня кругляшками, картошку, сельдерей. Для посыпки еще будет кинза. И забыла вначале показать, что еще я добавлю немножко чернослива без косточек. 4 столовых ложки масла кладу в кастрюлю или в казан, который пойдет в духовку. Чуть-чуть поджариваю лук, совсем чуть-чуть. Добавляю рубленый чеснок, зубчиков 5-6. 1 морковку крупными вот колечками. И сразу добавляю 1 перец красный. Пару минут даю им подружиться. И именно сюда в масло с овощами кладу специи. Буквально то, что вы любите, конечно. Но вот я кладу где-то пол чайной ложечки зиры, пол чайной ложечки тмина, четверть чайной ложечки красного горького перца, может быть даже чуть больше, чем четверть, черного перца, пол чайной ложечки. Здесь уже, конечно, по вкусу. Если вы не любите острое, то сильно острым не делайте. Несколько лавровых листиков именно в масло, чтобы отдали специи аромат. 2 палочки сельдерея вместе с листьями. Солю пару щепоток соли, перемешиваю, и овощи готовы. Мясо осабуко 2 килограмма у меня здесь. Я, наверное, еще добавлю кусочек. У меня есть лопатки, чтобы просто побольше было мяса моим мужикам. Я его сразу вот на доске сначала перчу хорошо, солю. Потом в общей кастрюле очень сложно посолить, поперчить, все нормально, поэтому приправляю вот все сразу. Здесь вот такая хорошая косточка с мозговой мякотью. Нарезаю тоже крупными кусочками. Вот прям как вот здесь разделения, допустим, идут по кусочкам. Вот так я его и нарезаю. Лишние жилки убираю. В это блюдо, еще раз вот повторюсь, сказала уже, по-моему, что мясо можно абсолютно любое брать. Ну, в основном берут это говядину, курицу, индейку. Нередко делают ассорти, то есть разное мясо кладут. И даже есть те, кто добавляет какие-то колбаски острые, копченые. Тоже дает хороший такой вкус. Но я сегодня делаю вот только из говядины. Все готово для сборки хамина. Выкладываю немного, чтобы в другие слои проложить овощи со специями. Они-то и дадут самый вкус. Оставляю здесь немножко. Выкладываю картошку и батату. Картошку и батату я тоже посолила сразу вот на доске. Кладу кусочки мяса, пару горстей хумуса. Как у меня поднялась чечевица. Тоже пару горстей с чечевицы. Английский душистый перчик, штучек 6-7. Немножко, буквально 3-4 штучки чернослива сюда. Ну, 5 пусть будет. Опять чуть-чуть овощей.
Духовка разогревается на 160 градусов, вверх-вниз. И повторяю вот слои. И что хотела сказать, можно готовить его и на плите хамин. Вообще его готовят при 100 градусах в духовке или на специальной такой шабатной плите 12 часов на 100 градусах. Я делаю проще, и он ничуть не хуже получается. Я готовлю 4 часа на 160 градусов в духовке, или на плите вы тоже можете 3,5 на самом маленьком огне на плите готовить это блюдо. Опять кусочки мяса. То есть вот оно готовится достаточно быстро, но просто долго потом стоит в духовке или на плите. Если на плите, то следите, что вода, если выкипает, которую сейчас я буду добавлять, то нужно ее, конечно, добавить. В казане также хорошо его готовить. Да, еще хотела сказать, некоторые обжаривают мясо в муке. Просто вот обваливается в муке и обжаривается. Я этого не делаю, но кто любит обжаренное мясо, то да, тоже можно сделать. И опять кладу несколько черносливок. Еще щепотку соли добавила сверху. Наливаю теперь воду. Я наливаю сразу горячую воду. Вот так вот, чтобы покрывало. Накрываю крышкой и ставлю в духовку на 3,5-4 часа. 160 градусов. Или на плите тоже часа 3-3,5. Нужно, чтобы мясо, оно прям распадалось. И вот такую красоту достаю из духовки. Выкладываю на блюдо, посыпаю. У меня кинза. Если не любите, можно и зеленым лучком здесь посыпать, или петрушкой тоже. Единственное, что укроп, но мне кажется, что сюда никак не в тему, а так любая зелень, даже листья сельдерея того же будут очень-очень хорошо. И хотела вот показать, да я даже вот только взяла кусочек, а он уже распадается, пока на стол не поставила, что мясо, оно вот прям берешь, и вон оно, отходят все волокна, расходятся. Очень-очень мягкое получается. Ну, столько часов, понятное дело, томится. И очень вкусное. Делается просто, готовится, да, долго. Делитесь этим рецептом с друзьями, подписывайтесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые блюда. За лайки вам всегда спасибо.